Приветствую всех на своем обновленном канале, который теперь будет посвящен созданию фантастических образов и сюжетов про них. Поэтому я буду рада, если вы не станете жмотиться и поставите палец вверх начинающему блогеру, гримеру, а я ведь еще и писатель. В любом случае, внимание, оказанное моему творчеству, будет мотивировать меня на создание разнообразного контента. Я не стану подробно описывать, как я делала женщину-осьминога, и озвучу лишь особые нюансы, потому что налепить на лицо все эти щупальца было не так-то просто. Это создание я придумала для конкурса на тему «Хуманизация», и в моем инстаграм вы можете увидеть его фотографию. Кроме того, там я сочиняю истории про своих персонажей и придумываю им характер, поэтому если вам интересна подружка Дэйви Джонса, то можете заглянуть и узнать, а действительно ли она была его подружкой. Если что, Дэйви Джонс — это персонаж из фильмов «Пираты Карибского моря», и у него тоже были щупальца на лице. Я занималась гримом довольно давно, но редко и на любительском уровне. Так как я очень люблю фантастику и мне интересно все, что с ней связано, я хочу творить в этом направлении. Писать книги, снимать видео и, как говорит моя мама, лепить морды. И несмотря на то, что лепить морды — это трудоемкий и утомительный процесс, особенно вместе со съемкой, для меня это играет огромную роль. Как и любое творчество, это выход энергии, способ выразить себя. В моих существах отражается темная сторона моей души, моя агрессия и злоба. Поэтому практически все мои существа, за редкими исключениями, будут недобрыми. Пластический грим помогает выразить концепцию моего мировоззрения. Это умение смотреть на мир по-другому, выходить за рамки. Поэтому чем чуднее и страннее будет существо, тем сложнее людям представить такое, а я всегда в поисках новых форм. Для меня важна не только концепция образа, но и исполнение. Поэтому я как могу развиваю свои навыки съемки и монтажа. С техникой я не лажу, поэтому не во всем преуспеваю, и сразу прошу меня извинить за те места, где на видео нет фокуса. У меня старая камера, и я управляю с ней не очень уверенно. Монтирую в программе Adobe Premiere и обрабатываю фотографии в Photoshop. Для меня освоение этих программ большой прогресс, и я чувствую себя увереннее с каждым видео. И это не может не радовать. Если у вас на пути какие-то технические трудности, не бойтесь, может это и займет много времени, но это того стоит. Подписывайтесь на мой канал и следите за моими успехами. Я не использую какие-либо профессиональные материалы для создания макияжа и грима. Основа создания образа – это пластилин и самодельный жидкий латекс из желатина, воды и глицерина. На YouTube есть много рецептов его приготовления. Я леплю основу из пластилина, креплю ее на жидкий латекс и покрываю его слоями, чтобы сгладить швы. Несмотря на то, что конструкция со щупальцами очень тяжелая, она отлично держалась на лице несколько часов. Я нанесла латекс под форму, залила все края, с труднодоступными местами пришлось повозиться, а в конце я просто лежала на полу и обливала себе лицо латексом.
Мажусь я не весь чем. Смесью гуаши и тонального крема. Но к гуаши у меня нет никаких претензий, кроме того, что она осыпается. Но если смешать ее с тональным кремом, эта проблема исчезает. У меня нет аллергии на гуашь, но я не советую ее использовать, потому что она не предназначена для лица. Когда-нибудь я куплю себе нормальный грим, но не уверена, что так просто откажусь от гуаши. После нанесения общего осьминожьего тона я решила сделать обычный макияж, чтобы он ярче отражал характер моего персонажа. Стрелки и красная помада. Затем я сделала одну ошибку, которую пожалела на постпродакшене. Нанесла хайлайтер на щупальца, и на них появились очень сильные блики. Пришлось тонировать коричневой пудрой, а потом корректировать цвет при монтаже. Пальцы я слепила заранее, как и все щупальца. Затем через углубление надела на палец, закрепила жидким латексом, раскрасила и сделала более причудливую форму. Вот такая смена женщины у меня получилась. Если она вам понравилась, поставьте палец вверх, подпишитесь на канал, на нем будет еще много интересного. Также загляните на мой инстаграм, где есть занимательный контент про этого персонажа, про меня и мое творчество.